Дима. Permission लेना है। Я предлагаю закончить сегодня. Этого enough. Да, потому что... Ну, неприятно, ну что, люди горят, ну, в смысле, люди, трупы. Ну, Все, пойдем отсюда. Сори. Тут срут. Ой, блядь, это череп, короче, вон. Ой, ой, господи. Он обратно положил, короче. Вот еще бабушка лежит. Там хоспис, там сидят пожилые люди, которые ждут своей очереди, чтобы быть вот здесь вот сожженными. Ну а в этом выпуске мы продолжаем добираться до нашей цели. А цель у нас, как вы помните из предыдущего выпуска, заценить местную индийскую скайдайв-культуру. А наш товарищ все никак не мог успокоиться и продолжал нас затягивать в какие-то трэшовые места, погружая нас все глубже в свою родную культуру. Хотя чего я жалуюсь? Перед поездкой я так ему и сказал: Маха, никаких тур-маршрутов, покажи нам настоящую Индию. Вот он и показывает. Короче, на этот раз Маха так увлекся полетом своей фантазии и потащил нас... Ой, ну в общем, я даже в кошмарном сне не мог бы себе представить, что мы тут вообще сможем оказаться. В общем, этот выпуск закрывает наш индийский скайдайв-трип, так что вы усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь нашими индийскими страданиями. Ведь в отличие от нас, вам будет весело. Приятного просмотра! Ловите! Так, ну что, добро пожаловать в Воронеж, как мы вам и обещали. Мы наконец-то сюда прибыли, в этот замечательный город-герой. Правда, очень некомфортно стоять на крыше автобуса, когда у нас нет водитель в любой момент может тронуться и даже не предупредить нас. Но картинка замечательная. Едем мы сейчас на похороны. Ладно, обо всем по порядку. Как оказалось, Маха проложил маршрут на нашу секретную дроп-зону через город Варанаси, аргументировав этот крюк неким приятным сюрпризом, который уж точно взбодрит наше представление об Индии. И забегая вперед, отмечу, взбодрил так взбодрил. И так как мы в Индии, то самый правильный междугородный транспорт — это поезд. Мы его послушали и отправились на вокзал. Индийский поезд — это, конечно, вам не РЖД, но свою функцию он выполняет. Мы сейчас на Казанском вокзале, хотим найти кассы, купить билетик. И наконец-то доберемся мы до нашей дроп-зоны. До Подольска. Маха нас привез сюда, сам улыбается, Привет. ехидно. Что-то, наверное, задумал. Пойдем купим билетик и прочекаем, что нас проводится. Так, а сейчас я вам расскажу, что вообще из себя представляет индийское ЖД-сообщение. Короче, здесь на законодательном уровне существует привилегия для иностранцев, а заключается она в том, что для тебя, как для туриста, абсолютно всегда припасена бронь. А если ты местный, то в час пик тебя могут прокатить по бороде. Я не знаю, почему так происходит, но самые почетные места на верхушке, рядом с открытой дверью, нам моментально освободили в тот самый момент, как только нас увидели. А вот вежливость это или дань традиции, это уж вы сами решайте. Ну что, хотели экшена, да? Как всегда, все сопровождается невероятно ужасным запахом. Ну что, заталкиваемся в эту мясорубку. Маха, конечно, красава. Ему весело. Ну, вечер в хату, как говорится. Провожающие покинули вагон. Мы с Андрюхой забились просто, блин. Кондиционер есть, видал что? Смотри, как это работает. Снимаем. О, вот. Ставим ее вот сюда. Вот так вот путешествуют обычные, простые люди. Такие, как мы.
Раньше, в моем стереотипном представлении, как я думаю и в вашем, индийский поезд выглядит примерно как родео на железно-паровом коне, с внутренней рассадкой, как сардины в банке. Но на деле все выглядит примерно как наш отечественный плацкарт, но на минималках и с неограниченным количеством посадочных мест. Ну и, конечно, о понятии личное пространство здесь и мечтать не приходится. В эту страну его просто не завезли. Там внизу вообще дышать нечем. То есть здесь, в принципе, еще как-то можно прожить эти часы, которые мы будем на поезде. Сейчас мы поедем, включатся турбовентиляторы. Вот отсюда будет засасывать. Вниз. И вы почувствуете настоящую Индию, чуваки. Индустрия видеокамер и телевещания. Вы должны как-то придумать передачу запахов. Самое интересное, что именно когда мы сели, я не знаю, то ли мы адаптировались, то ли его не было. Не пахло, да. А сейчас мы когда тронулись, вот, но не передать. После этой поездки я пересмотрел выражение «все познается в сравнении». У меня впервые в жизни от запаха этой ссанины реально слезились глаза. А в вагоне даже намека не было на прохладу. Что уж говорить о свежем воздухе. И ведь в вагоне были настежь открыты и двери, и окна. Точнее, их там совсем не было. Обращаясь к людям, которые хаят РЖД, сгоняйте в Индию. Ну, в общем, наша поездка закончилась. Немножко нам осталось добраться. Вот. Мы уже рядом. Добрались до предпоследней станции. Дальше мы поедем на тачке. Нужно двигать дальше. Одно испытание позади, остальные впереди. Go! В общем-то, за хитрожопой улыбкой Махи крылась его давняя мечта, а именно визит в индийский город-герой Варанаси. Ведь каждый местный считает посещение этого города своим священным долгом. Маха же решил и сам посмотреть, и нас впечатлить. Рассказываю. Варанаси – это город-крематорий, построенный на святой реке Ганга. Сюда едут люди умирать. Считается, что смерть и последующая кремация здесь дают человеку шанс обрести освобождение. Это означает, что здесь душа человека может вырваться из бесконечного цикла смерти и перерождения и обрести наконец-то покой и просветление. Не знаю, зачем люди добровольно отказываются от мысли перерождения, но местечко это пользуется популярностью. И популярность это очень пугающая. Знаешь, не по себе стало, да? Да? Вот как, можно же не разойтись вот с ним? Я прям аж запрыгнул туда. Блин. Нормально. Я жду следующего, у меня прям аж все забурлило внутри. Спят, готовят еду, писают, какают, рожают и умирают вот на вот этой улице, которая уже больше 1000 лет. Все вот в этих закоулочках. Сюда выбрасывают мусор, здесь ставят свой байк, вот здесь готовят еду, вон там сидят чилят, вон там спят, вот здесь проносят трупы, вон там принимают роды. И большинство людей никогда в жизни не покинут вот эти вот стены. Да. Не то чтобы даже съездить в другую страну, они даже не выезжают из этого города, они даже далеко от этой улицы не отходят. Кайф? Как считаете? Опа, идут. Еще один клиент. Как оказалось, прощальная панихида по усопшим сопровождается громкими выкриками его имени на протяжении всего последнего пути. На деле выглядит, очень жутко. Пошли за ним. Смотри, сколько дров. Это же вот все заготавливают для того, чтобы сжечь людей. Охренеть. Не, друзья, я не знаю, как ты, но у меня вот нет никакого удовольствия идти и смотреть такого шоу. Вот я лучше на козликах полюбуюсь. Ребят, оказывается, это все продается. 600 местных рупий приблизительно стоит порция на одного человека. Ну, то есть это 500 рублей примерно. 500 рублей, чтобы сжечь тело. И этого хватит. О, let's go. Пошли. О, здесь уже впереди, чувствую, горит чье-то тело. Охуеть. Там прям реально тела? Охереть. Твою мать.
нахуй я сюда приехал, вообще непонятно. Масочки надо было купить. Я сейчас согласен с тобой. Аккуратнее. Добрый был. Что, ужасный запах. Остатки трупов прямо вот здесь. А вот здесь их жгут и отсюда несут, вот сюда бросают. Ужасно. Ужасно. Мне здесь не нравится. Определенно я хочу на друг-зону. Это не моя тема. Не моя. Там хоспис, там сидят пожилые люди, которые ждут своей очереди, чтобы быть вот здесь вот сожженными. И потом отправиться в свой последний путь по этой реке Ганга. Ужасное зрелище. Дима, слушай, Ладно, мне уже и самому стрёмно нарезать это все, а вам, думаю, смотреть. Поэтому давайте-ка сменим градус настроения, и я вам задорно расскажу, как здесь все устроено. Поехали! Крематорий этот оказывается многоуровневый. Сейчас я на верхнем уровне, с вот таким офигенным видом на Гангу. Причем я так и не понял, где дороже быть сожженным, наверху или прямо на берегу. Как вы понимаете, в Индии почти 1,5 ярда людей, и этот процесс выглядит как очень слаженный, шустрый и дружный конвейер. Здесь реально много людей занимаются этим, многие всю жизнь. Алгоритм действия таков: перед сожжением туловище обрабатывают и вынимают всю внутрянку и засыпают вместо них вот эти опилки. Их оказывается куча сортов с разным цветом и запахом. Куда они девают все, что выпотрошили, я даже и знать не хочу. Потом туловище заворачивают во всякие красочные тряпки и окунают в речку Гангу. Ну и затем его относят вот на такой мангал. Засыпают дровишками и поджигают. Костер полыхает совсем недолго, примерно час. Причем вообще никого не смущает, что костяшки не догорают. Не догорают от слова совсем. Затем все, что осталось, вытряхивают в речку, где сердобольные граждане ищут на этих костяшках всякое золотишко и прочие драгоценности. Поэтому я бы задумался, прежде чем покупать в Индии какую-либо ювелирку. Кто его знает, какой у них там путь. Ну а если хотите увидеть все, что мы там наснимали, я скину в телегу прям исходники. Их там чуть ли не на час. Так что кто хочет, добро пожаловать в мой телеграм. Ссылку я оставил. Ну а чтобы хоть как-то переключить нас от этих похоронных впечатлений, Маха откомандировал нас с Диманом изучать местный быт прямиком в индийские кварталы. видел очень красивые узкие улочки, предлагаю туда пройти. Давай, с удовольствием. Просто трэш, мусор и какой-то мощный трафик. Что я еще заметил, здесь нужно быть всегда на чеку, потому что Не то слово. каждый здесь сам за себя. Видишь, они сигналят просто, чтобы ты на слух понимал, откуда возникает опасность. Да. Точно. У меня в ушах уже звенит. Это пиздец какой-то. Мне кажется, я в Москве буду скучать по этому. Осторожно, осторожно. За малым, клянусь, за малым. Спасибо, Вячеславович. Теперь я должен ему жизнь. А чё ты? Чё он испугался-то? Вот, смотри. Блин, а вот здесь вообще как в Стамбуле, что ли? Как тебя зовут? Меня зовут Ганг Маядо. Отлично. Да, Хорошее имя. Это твой магазин? магазин Вау. мой. Очень круто. Скажи мне, дружище, какой у тебя ежемесячный оборот здесь? Мы здесь немножко бизнесово сейчас Ты информация. понял, да? Примерно 5000. 5 косарей, да? 5000 рупий оборот именно. А у тебя есть с собой бабки? А можешь показать, как живешь? Можешь нам показать свой дом? А, нет, вообще-то я. А он говорит, он не понимает, не хочет, что ему говорят. Можешь показать, как ты живешь? Ты где живешь? Прям здесь? Да, прямо здесь. А так он прямо здесь и живет. Красиво. Ну, по крайней мере, это удобно, практично. Мы можем зайти посмотреть? Я не знаю, как Вячеславович это делает, но мы идем внутрь. Ну, просто посмотреть хотелось. Интересно. Милости прошу. Мой дом. Я не знаю, ребят, вам видно, нет? Ну, электричества, конечно, здесь нет. А там что? Мой дом. Можно глянуть? Не хочет. Он и так показал слишком много. Окей, нет проблем. Спасибо тебе за твое интервью. Спасибо. Вот это я понимаю путешествие. Это вам не на берегу океана лежать. Это не про нас.
Вообще Как-то короткая они дорога. не рассчитали, когда строили, мне кажется. Здание? Ну, Мне кажется, можно было пошире сделать. वीडियो बना रहेगा? Который здесь. Привет. What is your name? Вот. Что он делает? Это глина. Глина из дерьма. Перерабатывать говно и получать охуенный КПД, мне кажется, это вот верхушка, к чему могло прийти человечество. И эта вершина эволюции и технического прогресса находится не где бы вы там думали, не в коллайдере, а прямо вот здесь. Они даже не знают, какое... Бля, ребята, я чуть не пизднулся. Ебать, Вячеславович. Вот сейчас бы ты запилил бы. Фу, господи, отвело. Ребят, ну что, переходим, как всегда, улицу так. А вот даже здесь есть Здесь есть пешеходный переход, но всем пойдем, пойдем. Hello, guys. Самое удивительное, что они не врезаются. А мы не видели ни одной аварии. Ни одной. Реально. А мы все пытаемся добраться до тропки. В прошлом выпуске мы дали на сутки камеру местному жителю, чтобы он наснимал для нас чего-то интересного из своей жизни. Когда мы идем на такие авантюры, мы особо-то и не надеемся, что нам эту камеру вернут. И нашему удивлению не было границ, когда этот человек пришел в назначенное место. Смотрите, наш кореш идет. Ой, реально, он, стопудово. А как его зовут, ты помнишь? Я. Давай, братан, пойдем. Он уже все, звезда. Давай, заблудился. А, вот и вы. Как ты? Да, все путем, ребят. Скажи мне на милость, все прошло хорошо? Так, Где камера? Окей. Что, блядь, окей? Что-то начинается головоебство. Камера, братан, где камера? Видео. Скажи, блядь, какая камера? да, камера. Вот она. Окей. Давай. Покажи нам. Контент просто топ. Окей? Это честный парень. Ребят, Слушай, смотрите. реально, я не ожидал. У нас все получилось. Ребят, я не знаю. Нам предстоит это все пересмотреть, классно смонтировать. Мы-то по наивной уверенности раскатали губу, думая, что наш местный Тарковский наснимал нам супер кино про индийскую жизнь. Не перестаю удивляться нашей наивности. Но раз уж наши индийские приключения проходят под тегом трэш-кино, держите еще немного. В отличие от нашего африканского экспириенса, наш полевой корреспондент не наснимал ничего содержательного от слова совсем. Но зато заснял нам всяких разных криминальных кошмаров, которые я по этическим соображениям просто не могу включить в этот видос. Но, чтобы оставаться перед вами честным, я выложу этот хоррор-муви в телегу. Так что, милости прошу. Теперь вернемся к нашим баранам. Хождение вокруг да около дроп-зоны нас изрядно вымотали, и мы в ультимативном порядке заставили Маху ввести нас на дроп-зону или хотя бы показать нам на карте, где она вообще находится. Как оказалось, путь был вообще не близким, но мы, несмотря ни на что, запретили Махе хоть куда-либо сворачивать с назначенной цели. И наконец-то, спустя целую неделю, мы добрались до заветной индийской дроп-зоны. Просто не верится. Неделю мы сюда добирались. Это единственная дроп-зона в Индии. Спасибо тебе, Маха. My pleasure. Как обычно, на нашем канале мы вам показываем дроп-зоны в разных местах. И, конечно же, Индия – это легендарное место. 1,5 миллиарда людей. Одна дроп-зона находится в какой-то жопе. И вот она. Давайте посмотрим. Ну, смотри. Как бы поле, да, ничего так. Я думал, меньше будет, потому что посмотрите туда. То есть вроде как даже есть травка. Пойдем посмотрим манифест. Здесь даже тандемы кидают. Андрей, nice to meet you. Дима, слушай, да чё? Обычное ДЗ. Пока все нормально, да. Пойдем посмотрим сейчас, покажем. Кафе. Hello. Так, здесь, я так понимаю, можно будет перекусить, кофейка тяпнуть. Кофе 100. Будешь? Да. Американо. Конечно же. Оплатить можно по QR-коду. Hello, sir. Вот, пожалуйста. Платежная система МИР, как обычно, принимается везде. Американо. Я ему говорю, ту американо. Он говорит, Насколько мы поняли, этот контейнер манифест, этот контейнер кафеха. И вот, пожалуйста, чтобы укрыться от солнца, можно здесь посидеть, почилить под столом. Слушайте, ребят, хорошая площадка приземления, мне вот это нравится. Она достаточно большая. Бетонная взлетка
4 новые Цесны. Но, в принципе, все, что нужно для чила между прыжками, оно здесь есть. Мы, собственно, Вот, друзья, встретили. земляка. Это значит, все будет безопасно здесь. Потому что я переживал. Че, как Работаешь здесь, здесь? расскажи. Смотри, у нас, короче, расклад такой. У нас Cessna 172, Так. и она не особо не для скайдайва. То есть, если там дам прыгнуть, то ок, если спорт, это проблема. Почему? Ну, мы вроде как бы, у нас здесь местный наш товарищ договаривался, Скайдайвер, что да. мы здесь прыгнем, хотя бы пару Ну, хоть раз. что-то мы прыгнем. У нас, понимаешь, мы сюда неделю Четверых, ехали. четверых, да, он берет? Мы прошли через Варанаси, мы прошли через все круги ада. Мы прошли через Нам- сожжение нам не- людей. Нам не нужно тут делать 200 прыжков, нам нужно сделать один, но точно. Пойдем посмотрим укладочную, как ты все любишь. Как и в Таиланде, я доверяю свой парашют местным укладчикам. Хотя нам сказали, этого делать не стоит. Слушай, куда мы не приезжаем, вот кроме России. Слушай, и может быть, Дубая. все-таки уже научимся нормально укладывать свои... Нихуя. Местные укладывают, ребят. Ну что, вторая оцепка. Я прям в предвкушении. О, Что, нормально, довольно, чистенько? да, довольно Отлично. цивильно. Что? Привет. Ты можешь уложить мой парашют? Да, конечно. Супер, спасибо. Ну что, ребят, оцепка или укладка? Сейчас узнаем. Друзья, ну и кульминацией нашей поездки послужил вот такой стрёмный, но в то же время такой долгожданный прыжок. Что, наша телега подкатила? Yeah, oh yeah, the beast back. Adrenaline pumping through my veins, can't relax. Original, I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something, my focus is A1. Every dog has its day, it's been mine since day one. This is real grind and I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining, it's real blinding. And I'm getting hotter too, talking top 2, I'm not a 2. You let the pressure bother you and I do what I gotta do, let's go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. They ain't coming close to me. Flow is on atomic, I'm starting fires through poetry. The hardest out, staying loyal, no falling out. And if you step into the court, be ready, we ballin' out. Yeah, the coldest of teens, they know what we bring, don't try us. They know in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We been shooting in the gym, this is target and practice. Go hard. Блин, я пересрал, как всегда, Андрюх. Ну, это обычное дело. Ну что, Диман, все? Закончилось наше Я очень путешествие. рад. Все, что мы планировали, мы сделали. Посетили единственную дроп-зону. Если вдруг когда-нибудь у меня возникнет желание сюда вернуться, просто скинь мне те фотки, которые мы Я никогда клянусь, не запостим. я Вот клянусь, ты получишь сразу весь трэш. Мы не поедем сюда больше. Вот это с берега Ганги, с вот этих вот замечательных улиц. Ребят, так хочется в Москву, честно. Слушай, я не претендую на лакшери условия, я живу обычной, простой крестьянской жизнью, но я отвечаю, здесь просто такой трэш. Мы за эти 10 дней, это не передать, мы Нет, пережили. это очень классная страна, но, ребят, ну не для нас. Это То такой есть здесь контраст. классные люди, эта страна не про деньги. Стопудово, это не про деньги. Здесь, ну вы все сами видели, Но я сюда возвращаться не хочу. хотя никогда не говори никогда. Уезжаем. Хлопаешь? Подписывайтесь, лайки, комментарии. Увидимся в новых сериях.